Ребята, всем огромный привет! Вы на моем канале, и сегодня я хотела бы вам рассказать немножко про программу Work and Travel и стоит ли это того, сколько стоит программа, окупается ли это все и вообще что дает программа. Смотрите это видео, чтобы все это узнать. Не забудьте поставить лайк, потому что я очень стараюсь для вас и надеюсь, эта информация будет полезна для вас. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить больше видео на этом канале. Поехали! Давайте подсчитаем, сколько я потратила до программы, во время программы и после программы. До программы что входит сюда? Участие в программе, это в каждой стране по-разному, и это варьируется примерно от 1000 до 1500 долларов. Кроме того, $210 за визовый сбор, около 200-400 долларов, смотрите по своему усмотрению, на первые 2 недели жизни в Штатах, на жилье и еду, так как первая зарплата вам будет только через 2 недели, так как у американцев такая система, что платится каждые 2 недели. Около 400 долларов я потратила на самолет из Москвы в Нью-Йорк, плюс 50-70 долларов, чтобы на поезде или самолете доехать до вашей конкретной точки назначения, уже дальше Нью-Йорка. За год покупать билет на самолет очень дешево, но бывает и так, что если ты покупаешь за день, то цена тоже может быть хорошей. Так что в любом случае вы сможете 100% покупать билет на самолет только после того, как ваша виза будет approved. Так что тут уже ничего не поделаешь, рисковать лучше не стоит, нужно дождаться получения визы, только после этого на следующий день можно уже выбирать билет. Из Москвы до Нью-Йорка я летела за 400 долларов, а вот, например, в один год из Минска до Нью-Йорка через Истамбул я летела туда и обратно за 600 долларов. Так что, в общем и целом, программа обойдется в 2600 долларов, это средняя цена. В зависимости от работы их количество отрабатывается за 1,5-2 недели. Итак, мы приехали, потусили в Нью-Йорке, приехали в нашу конечную точку назначения, отработали 2 недели, вот у нас пошли денежки. Итак, если вы не хотите платить за жилье, то в анкете при поиске работы сразу отмечайте галочкой, чтобы жилье вам обеспечивал работодатель. Тогда вам не нужно будет беспокоиться ни о жилье, ни об его уплате. Также можно сделать, чтобы просто вам предоставлял работодатель жилье, но вы за него тогда будете платить, то есть там везде вы можете выбрать в анкете все, что вам необходимо, чтобы париться или не париться по поводу всего, что вам хочется. Работа вам не предоставляет жилья, или же вы за него платите, то примерно, или вы найдете его сами, то примерно это будет стоить где-то 100 долларов в неделю за жилье. За жилье вы платите 100 долларов или же бесплатно. Итого у вас 150 долларов на неделю, итого 4 на 150, и вот что мы получаем. Это то, что вы тратите в месяц. Но нужно понимать, что часы, которые вы работаете, ставка, в зависимости от вашей работы, оно окупается все очень быстро, и оно того стоит, это правда. В плане денег вы перестанете думать и осознавать, что деньги — это власть над вами, вы поймете, что деньги — это всего лишь инструмент, и когда мы работаем на профессиях, которые услуги, на которые даже американцы не всегда хотят работать, потому что это как бы низкосортное, то в этот момент ты понимаешь, чего ты действительно хочешь. Ты хочешь не батрачить, а жить в удовольствии. Чтобы работа была твоим творчеством и твоей отдушиной в жизни, потому что работа занимает большую часть нашей жизни. И замечательно, если она приносит радость. Почему программа того стоит? Первое — это, конечно же, понимание других. Когда вы находитесь в другой языковой среде, другой культуре, ваше восприятие начинает думать не только о себе, не только о том, что люди воспринимают вас, то, как вы имеете в виду, потому что мы говорим на другом языке. И понятно, что некоторые люди, даже будучи на нашем родном языке, на каком бы вы ни говорили, они вас не понимают до конца, это нормально.
Но когда мы находимся в другой языковой среде, говорим с иностранцами или с такими же, как мы, студентами, которые говорят на английском, у нас только общий язык один английский, то мы понимаем, язык — это огромный интересный инструмент. С помощью него можно доносить информацию, но она воспринимается всеми по-разному в зависимости от их восприятия, их опыта жизненного, их просто образа жизни. И это очень интересно. Кроме этого, ты, конечно же, понимаешь, что такое быть народом, нацией, и всех очень сильно тянет к родине, и ты понимаешь, что это такое, когда есть свой любимый народ, и есть люди, которые тебя в любой точке мира поймут, потому что они, например, белорусы, мирные люди, сердцем отданные родной земле, понимаешь, что вот эти люди, они твои люди тутейшие. Это тоже очень прекрасная часть программы, которую я считаю. Кроме этого, конечно же, красота мира и сознание, познание, и ты просто видишь эти гранд-каньоны, водопады, огромные небоскребы, как из сериалов, фильмов, и ты просто думаешь, ну, может, я просто в фильме или в сериале, это вообще происходит на самом деле. Именно за счет языка и нахождения в другой стране, коммуницирования с таким большим количеством людей, ты начинаешь больше приходить к пониманию не только себя, но и окружающих людей, больше подходить к толерантности. Маловажное познание и принятие себя — это очень важный аспект того, что когда мы путешествуем, мир, конечно же, он становится намного длиннее для нас, и мы начинаем жить полной грудью, и время становится дольше, и мы просто начинаем по-другому на мир смотреть. Это очень интересно, потому что когда ты находишься там в своем котелке, варишься у себя в стране или в городе, неважно где, или неважно, сколько у вас было бэкграунда и где вы там еще ездили, но вот когда ты находишься прям не просто турист, ты прям начинаешь жить в стране другой, работать там, все такое, то, конечно, это меняет твое отношение к себе, потому что люди, которые вокруг тебя, они также изменились. И в Штатах, где пол, цвет, рост, вес, все как-то не имеет на самом деле большого значения, только если ты этого захочешь, лично сам, если ты об этом побеспокоишься, то это только для тебя будет важным. Работая на таких работах в сфере обслуживания, услуг, вот, общаясь с другими людьми, ты как-то больше начинаешь прислушиваться к себе, слышать свой внутренний голос, задаешь себе такие вопросы, чего ты хочешь от жизни, чем ты хочешь заниматься, что делать. Они как бы и так приходят, это нормально, особенно для того, что мы студенты, и как бы у нас вот этот кризис 20-25, это вообще нормально, что нам приходят такие вопросы. Кто я? Где я? Что я делаю? Кем я хочу быть? Вот, это нормально. Но именно в этот момент очень правильно находиться в разной среде и путешествовать, и ездить вокруг мира. И эта программа позволяет нам не только поехать, заработать, окупить, еще и посмотреть. И это огромный плюс, я считаю, потому что у нас нет денег, мы студенты. Правда жизни. И давайте поговорим после программы. Итак, когда программа заканчивается, у нас с вами куча денег, и мы едем путешествовать. У всех это по-разному. В общем, за нормальные цены можно путешествовать прям всю Америку без проблем, особенно если у вас есть права, ребята, это супер классно. Если вам есть 21, то прям вообще четко. Траты после. Кто-то покупает себе всю коллекцию Apple в Штатах, она там дешевле стоит, или кто-то приезжает и покупает себе машину, квартиру, и вообще делает, что хочет. Кто-то откладывает на путешествия, платит за учебу, то есть отдает долги родителям, у которых там, например, бабушек, дедушек занял на программу, вообще все. Кроме этого, ребят, если вы покупаете технику или что-нибудь дорогостоящее,
в Штатах, то желательно делать это в безналоговых штатах, потому что в Штатах есть штаты, где налог надо платить и где не надо НДС платить. Так что круто, если у вас ваш штат рядом с безналоговым штатом, или вы вообще работаете в нем, тогда это вообще замечательно. Но самое главное — это то, что у вас остается впечатление, новая какая-то грань открывается вашего мышления, и это все, конечно же, супер важно и супер круто для нас всех. Я желаю вам осуществить все свои мечты, побывать везде, где вы хотите, и большое спасибо, что смотрели это видео до конца. До новых встреч, пока-пока. Мечтайте, 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 и все материализуется, все, к чему мы идем, стремимся, оно сбывается.